Рад приветствовать всех зрителей и подписчиков канала. Сегодня у нас будет по программе, как обычно, все стабильно, две распаковки посылок от подписчиков и зрителей канала. Так, первая у нас от Микола Сергеевич, место Харьков. Сейчас посмотрим, что там. Что там у нас. Так, это нам не надо. Оператива желтая. Оператива белая. Процессоры зеленые. Так, керамика. Дешевая керамика. Тоже дешевая керамика. Так, тоже дешевая керамика. Так, зеленые процы. Так, оператива желтая. Так, черный проц. Так, керамика дешевая. Зеленые процы. Так, оперативы, короче, жменя. Ну, может с килограмма где-то. Так, и такие процессоры. Так, желтый верх. Раз, два, три. Неплохо так. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 штук. Ну, это, конечно, уровень. Это серьезно, я бы сказал. Так, теперь берем весы. Так, берем весы. Сейчас сначала с оперативкой разберемся. Как бы сделать правильно. Так. Оттарим это дело. Все. Не хочет. Надо это дело как-то организовать. О, вот так вот сделаю. В общем, включить весы. Так, по нулям есть. Сейчас их передвину вот сюда. Так, есть по нулям. И погнали взвешивать оперативку с желтую. Посылка мощная, конечно. Ну, я почти угадал. Так, и вот такая вот, ну, старого образца. Мы ее вместе с этой взвешиваем. Короче, получается кило 250. Пишу АЗУ. Кило 250. Это у нас 1250 гривен. Так, потом по процессорам. Вот эти у нас 3. Это по 100 гривен. Ну, такие вот обычные. В общем, пишу ЦПУ керамика 300 гривен. Так, это можно убрать отсюда. Это нам уже не надо. Так, теперь дешевая оперативка. 115 грамм. Это у нас АЗУ белая. Это у нас получается 35 гривен. На 35 гривен. Вот такой оперативки. Так, это мы выключаем. Потом у нас процессор с черным низом без крышки. Это у нас, пишу, ЦПУ. Как его? Ну, не знаю, как его подписать правильно. Короче,
такой будет 200 гривен. Вот так вот его сделаем. Потом черный Pentium. Это у нас CPU Tecstolit. Это у нас получается 40. Вот такой. Вот такие 3 по 30. Это у нас плюс 90. А вот эти я по 10 сделаю. Раз, два, 3, 4, 5. Плюс 50. И на закуску оставим CPU желтый. Короче, я их вот так вот сейчас презентую. 30 штук. Все одинаковые. Вот. Круто. По 500 гривен штука. Короче, такие. О. В процессоре древняк. Это 90-е годы. Короче, CPU желтые 30 на 500. Это у нас получается 15 тысяч гривен. Сильно, да? Но это рекорд по процессорам. В таком количестве за один раз еще никто не отправлял. Короче, по деньгам у нас получается 1550, 1750, 1800, 1930, 1965. Короче, 2. Да, у нас получается общая сумма 17 тысяч гривен. Надо будет за первую распаковку посылку подписчику оплатить. Все, тогда ставлю сейчас на паузу и иду за второй посылочкой. Так, в общем, продолжаем нашу передачу. По этой посылке у нас такая история. Сейчас скажу от кого. Христина Владимирівна, место Киев. Вот. Короче, такая тут история получилась с этой посылкой. Это, короче, я ее открыл. Тут сверху была, ну, пупырка. Вот. И такой лист. Просто в личку мне подписчица ничего не написала по поводу распаковки. Вот. А здесь листик. И, в общем-то, благодарю вас за очень полезные толковые видео. Хочу вас попросить видео с распаковки, если можно. Как бы не могу отказать. Поэтому все прописано. Вот, на бумажечке. Сейчас будем разбирать. В общем, у нас медь. Ну да, 3 килограмма есть. Так, медь, рассыпуха, алюминий и 2 жестких диска. Ну, недоразобранных, конечно. Ну, я думаю, что в принципе сейчас что-то с ними придумаю. Так. Убираю жесткие диски пока. Разберемся с нашей рассыпухой. Оперативка. Ну, по чуть-чуть все классно, короче. Так, все пакет пустой. Так, ну вот эта лигатура импортная с плат. Я неоднократно говорил, что ее нет смысла собирать. Вот я напишу от себя 30 гривен. Вот так вот, плюс 30. Так, вот такая лигатура. Ну, совсем мало ее. Пакетик такой, наверное, грамма 3 большой весит. Короче, 20 грамм. 100 грамм это у нас 45 на 4. Короче, 15 гривен пишу. Вот. Чипы. Ну, тут вместе с такими, с дешевыми. Вот. Надо будет как-нибудь по чипам по этим пройтись, чтобы дешевые в дорогие не ложили. Вот. Так, короче. Раз. Еще чипы. 2. Ну, такие вот. Вот эти вот. С выводами, направленными вниз. Вот. И подзавернутыми под этот. Ну, съемные чипы BIOS, или как они там правильно называются. Скажем так. Вот такие вот они дешевле там в несколько раз. Короче, у нас получается 63 грамма минус 9 грамм на пакеты.
получается у нас 54 грамма плюс 54 на 2,5. Остаются еще такие мосты. КМ-ка бескорпусная. Магнит где-то я унес уже. Так, подложки вот эти. Надо, не обязательно было отрывать от подложек. Вот. Потому что я их буду взвешивать с подложками. Так. Так, еще одна подложка, еще один кусок. Так, а вот эти вот, короче, дешевые чипы, ну, еще какие-то, еще мелочевка какая-то. Короче, вот эту всю историю я напишу 5 гривен, потому что писать 0 как бы это неправильно. Так, а этих у нас 23,7. Пишу 23,7 на 9. И остается оперативка. Оперативки 250 грамм плюс 250 гривен. Это у нас получается равно. А по цветному металлу, так, где наша бумажечка? Вот. Я просто весы далеко, ну, большие, вот, чтобы за ними не идти, не искать их. Вот, я сейчас я тогда, что я сделаю? Хотя вот алюминий вопрос написано. В любом случае надо за ними идти. В общем, тогда пауза, и мы продолжим. Так, в общем, нашел я весы. Это мы... Сейчас я КМ-ку сразу проверю. Ну, магнитную КМ-ку я вообще как бы не беру, бескорпусную. Вот. Что на по весу тут, наверное, 7,4 пакетик. Короче, напишу 50 гривен вот так вот. Чтобы подписчица не расстраивалась. Вот. Так, вот такие. Вот это еще, я так понял, было, не было в посылке. Вот. По-моему, было. Неспроста, что она на столе лежит. 2 грамма 25 гривен. Так, это есть. Так, значит, что мы делаем? А мы делаем, короче, вот такую вот фишку. Ставим весы. Сейчас взвесим алюминий. Прям с жесткими дисками взвешу, ничего страшного. Короче, кило 630, это у нас 45, 25. Это у нас получается 70 гривен. 70 гривен. Есть. И медяха. 3 килограмма должно быть. Четко. Плюс 660. Все, так, звонит кто-то. В общем, получается у нас общая сумма. Что у нас получается? 125, 135, 150, 180, 185 и 250. Это у нас 435 плюс 237. 237 минус 23. 237 минус 23. 214. Потом 75 и 70. 145 и 660. Это у нас получается 805. А общее у нас получается 650, 1455. Вот так вот. 650, 805. 1455. Это у нас
вторая посылка. Вот. Так, вторая есть. Может, сейчас, наверное, даже еще, в принципе, и третью сделаем. Сейчас я на паузу поставлю. Пойду посмотрю, что у меня там вообще по объему. Так, в общем, продолжаем мы наше мероприятие. Я туда весы убираю, чтобы они не мешали. Они, я думаю, не нужны будут больше. Так, это тоже пока уберем. Это в сторону. Так, что у нас тут на очереди? Так, тут у нас была заказана распаковка. Посылка от подписчика Василь Сергеевич, мисто Чигирин. Ага. Неплохо так по работе сейчас предстоит. Короче, все подряд. Все подряд, все подряд. Тут посмотрим, что у нас тут. Сейчас будем все посмотреть. Так, что у нас тут? Ага, контакты. Так, и какой-то прибор. Тестер бытовой. Как он тут открывается? А, вот кнопка. Оп. Такой тестер, короче. Стрелка погнута. Ну, тестер, конечно, серьезный, не знаю. Не знаю, что с ним делать. Может, это в этот самый, в рубрику туда. В накопление. Так, что тут у нас? Разъем какой-то. Так, надо его открыть, посмотреть, что тут за разъем. Ну, разъем обычная посеребренка. Это у нас никуда оно у нас не идет. Срезка, грубо говоря. Так, по тумблерам. Схемы стрелки нет, но я его вскрою, проверю на всякий случай. Так, это у нас тумблеры в срезку. Это у нас 82 год, это дешевый ПП. ПП2 неприемный. Сюда его. Так, это со схемой стрелкой приемный. Так. Релюха с паспортом 200 неприемная. Тумблер половинка ТВ-1.1 со схемой стрелкой приемный. Это у нас в срезку. Это в срезку. Релюха с контактами на MIDI в срезку. Короче, все в срезку. 803 приемный. Этот P1T4 должен быть приемный. Откладываю его. Не помню. Редко попадаются. Не помню, что там с ним. Так, 88 год без рамба. Приемная, но дешевая. Так, МПшка неприемная. Неприемная. Короче, это у нас срезка. Что по керамике. Керамика в никеле. Тоже в срезку, короче. Я сейчас в пакет назад сложу. Вот. Чтобы оно не мешало работать. Сейчас тумблерок проверим. Редко, очень редко. Бывает, попадаются без схемы и стрелки нормальные. Вот. Поэтому лучше вскрою. Так, где кусачки? Кусачки, куда я их уже заныкал?
Не могу понять. Интересно. Ну ладно, попробую. А, вот они. Под тетрадкой. Короче, вскрываем. Вот так вот он легко вскрывает. Так, продолжаем, короче, разборку. Ну да, неприемный, короче. Вот эти гантельки должны быть с отверстием. Гантельки должны быть с отверстием. Так, пакет его складываю. В пакет это дело. Вот. Идем дальше. Так, лигатура на весы. Это у нас на весы. Это хорошо, что хоть посчитано. Это очень сильно упрощает работу. Так, что у нас тут? Микрофон. Ракетки вот эти. Ну, я их так не беру, их надо разбирать. Вот поэтому я их откладываю в сторону. Один чип. Так, это у нас вперемешку К-53 и К-52. Ну, это тоже на весы пойдет. Так. Микросхема ушастая и обычная. Это тоже у нас. Но это надо будет сортировать. Так, КМК 5В отдельно. КМК обычная есть. Серебро это тоже на весы. Это посчитано. Это все супер. Так, вот этот тумблер я тогда откладываю. Так, пришлось отойти, опять звонили. Короче, посмотрел я, он проходной, он по году, это первая позиция. Тумблер P1T4-1V. Год у него 81. Короче, этот тумблер у нас 450 гривен получается. Так, я его туда откидываю к посчитанному. Пишу P1T4-1V 450. А если P2T4, это уже неприемный. Так, что у нас дальше идет? Полубочонки написано Провиров, ну я так понял магнитом. Так, 62 плюс 3 плюс 4, это у нас получается 69. Пишу полубочонок 69 на 1,3. Есть. Потом у нас КТ пластмасска. Вся проверенная, вся желтая. 37 штук. Пишу КТ пластмасса 37 на 8. Так, 12 ног новые. Раз, два, три, 4, 5 штук. 5 штук. Это у нас... Не буду полностью записывать. Пишу 300. 300. Потом у нас новые 608. 603, 608. Они не новые, но ноги длинные, поэтому будем считать их как новыми. 8 штук. Это у нас получается 400 гривен. Короче, пишу плюс 400 гривен. По 50 они будут. Так, что у нас здесь? Ризное. Ну, будем считать. Так. Короче. Сейчас я разложу на руку вот так вот. И мы это все посчитаем. Так. Это у нас пустышки. Пустышки.
3 штучки. Так, это у нас восьминогая, 12-ногая, 630 отпаянные. Так, ноги валяются тут. С какого-то транзистора ноги. Вот. И бэуха, короче, 603. Короче, у нас получается 1, 2, 3, 120. 120, 165, 195, 225, 225, 305. Потом у нас получается 305, 350, 390 и 2 новых 490. Так, все, есть. Пишу 490. Есть такое дело. Так, что у нас дальше идет? Один новый, один БУ. Подписчик их рассортировал 603 от 608 отдельно. Там без разницы, они идентичные по корпусу. То есть там маркировка не играет роли. Маркировка — это его характеристики. Там маркируется 308, 307, 603, 608. То есть это КТ, 2Т. То есть там П. То есть это его характеристики чисто. Поэтому, короче, один новый, один бушный, 90 гривен. Так. Плюс 90. Так, потом у нас полевики белые вперемешку с желтыми. 10 штук плюс 2 и 11. Не понял, какие из какие. Лучше подобью, короче, посчитаю, что у нас тут получается. Так, откладываем их новые отдельно от бэушных и от белых. Короче, чтобы так проще было. Так. Короче, как-то так. Так, вроде все отсортировал. Короче, получается у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 новых, 6 бэушных. Надо это дело убрать отсюда, чтобы удобнее было считать. 6 новых, 6 бэушных. Вот. И белые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. То есть это у нас получается 108 плюс 120 и плюс 99. Вот так вот у нас получается. Короче, теперь нам надо весовые позиции. Нет, у нас же еще есть 2 pp3 дешевых. Это у нас плюс 40. Потом 1 целый, а 1 половинка. То есть 130 и 65. Это у нас получается 195. Есть. Потом начнем туда с самого простого. Да? Начнем один мост с материнской платы завесим. Это с видеокарты. Так. 3,5 у нас получается вес. Это у нас получается 32 гривны. Так, есть. Мост завесили. Теперь у нас КМ-ка. КМ-ка 4,2. Это у нас 200 гривен.
КМки 4.2, 200 гривен. Так. Плюс 200. Так. 5 вешка. 5 вешка. Это у нас 110, 100, 140 гривен. Пишу. 140. Так. Это у нас 5 вешка. Она чуть-чуть дороже. Так. Есть. Микросхема. Одна большая, вот она отдельно сейчас. И раз, одна большая, одна маленькая, и раз, два, три, 4 крылатых. Это у нас получается 16 плюс 4 крылатых 32. Плюс 32. Так, идем дальше. Вот тут надо рассортироваться, потому что К-52 это дорогие, а К-52.1 это дорогие, а К-53.1 это дешевые. Смотрим, какие у нас тут. К-53.1, 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 тоже единичка, и здесь единичка. Так, получается у нас их на 10 гривен. Так, пишу 10 гривен. Короче, 10 грамм, 10 гривен. Так, это есть. Так, смотрим вот эти. К-52.1, К-52.1. Короче, все у нас К-52.1. А 31 грамм это у нас получается на 420, 434 гривны. 434 гривны. Так, есть. Поулетали они все. Так, я их соберу очень быстро. И мы продолжаем. Так. 803 60 гривен. Буду уже сюда писать. 60. Полубочонки и диоды. Так. Микруха вся. Не вся, что ли, проверена. Надо посмотреть. Так. Так, кусаная, да? Вот это кусаная. Это, допустим, вот у нас не кусаная, но у нас с видимой. Тут тоже с видимой. Короче, я понял. Значит, здесь все верно. Так. Пакет с бумажкой. Сколько условно можно сбросить? 2 грамма. Так. 52. Это у нас получается 208. 208 гривен. 52 грамма, 208 гривен. Так. Светодиоды. Тут есть неприемные, кстати. Вон. Раз. Вот эти высокие такие. Раз, два. Раз. Сейчас ближе. Вот здоровые такие. Они по цвету отличаются. Короче, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот такой зеленый 10. Вот такой желтый 11.
Короче, 11 диодов неприемные. У нас тут 41 штука. То есть получается 30 штук. Это у нас 39 гривен. Так. Есть лигатура с разъемов. 70 грамм. Это у нас получается 30 гривен. Вот такая лигатура. И остается у нас серебро. Раз, два. Ну, а это типа обрезь такая получается на меди. Но они не катят в таком виде. Вот. Особенно те, которые на меди и еще плюс на медной пластине. Сейчас я их достану, покажу. То есть так нельзя, чтобы оно так было. Не знаю. Вот. Короче, вот контакт на меди. Вот на меди. И еще плюс пластинка. То есть тут их, грубо говоря, если бы все так было просто, ну так нельзя делать. Такие, может быть, еще прокатят. То есть контакт полностью серебряный, ну и в пластину, да, завальцованный. То есть такое еще в принципе возможно. И то не факт. Ну, я думаю, что в принципе можно. Короче, я их посчитаю тогда в круг. 10 гривен грамм. Тут все равно их чуть-чуть, как бы это не страшно. Сейчас я вот так вот сделаю, пакет оттарю. Тут, наверное, не знаю, даже пара, максимум 3 грамма, наверное, сейчас будет. А не. Рука уже не это. Короче, на 50 гривен получается. 50. Так. Магнитные. Магнитные. Тарим. Засыпаем назад. Так, магнитные у нас по 22. Это у нас получается 5,7 по 22. Это у нас получается 110 и 15. 110 и 15. И не магнитные. Так, ну, по той же схеме. Высыпаем с кулечка. Кулечек оттариваем. Засыпаем назад. Оп. Оп. Так, 8 грамм. 8-15, да, скажем так. Короче, тогда считаем. У нас сейчас не магнитная 31. Это у нас получается 3×8 24. 31. Блин, башка плавится, конечно. 31 на 8. Это у нас получается 248. Ну и 0,2 он еще. Короче, 250 гривен. 250 гривен. 255 точнее. 255. Все. И все. Как говорится, на этом все. Так, что у нас тут? Я вот это не подбил. У нас получается. Получается у нас 91 гривна. Я сейчас вот это зачеркну просто. И допишу это просто вот сюда. 91 гривна. А здесь у нас получается 240, 296. 296. А вот тут у нас в окошке вот так вот троечка. А вот тут будет общая сумма. Я думаю, в принципе, я справлюсь. Сейчас я вот это зачеркну, чтобы оно не сбивало с толку. Так, что у нас получается? 510, 718, 748, 757, 787, 700, 837, 947, 957, 962, 963, 963, 753, 758, 808, 1008, 1014, 1304, вот,
Ух, блин, надо запомнить. 1304, 1604, 2004, 2494, 2584, 2692, 2792, 2812, 2821, 2911, 2951. Блин, капец. Сейчас где-то 2951. Запоминалка уже ломается. 2951. Вот. Потом у нас идет 2983, 3183, 3183, 3188, 3288, 3378, 3478, 3518, 3534, 3566, 3500, 3576, 3576, 3580, 3610, 3600, 4010. О, класс. Еще чуть-чуть, вообще ровно в 4 получилось, да? Так. Теперь, короче, что у нас получается? Для тех, кто будет проверять. Вот это у нас все конечные цифры. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. Тут 255. Раз. То есть все просто, все надо просто сложить, и все. У нас должна получиться такая сумма. Кто первый найдет ошибку в подсчете, тот вообще красава. В общем, что я хочу сказать. Я думаю, неплохая такая получилась тройная распаковка. Вот. Я думаю, подписчики, зрители канала будут довольны, потому что многие пишут, что уже как сериал идет, надо каждый день, чтобы серии выходили. Не раз в неделю, а каждый день. Вот. То есть, что это у нас получается? Сегодня у нас среда, завтра четверг, на пятницу надо будет что-то такое повеселее придумать по распаковке, вот, потому что все с работы освободятся, вот, и нужно будет как-то вечер перед субботой как-то занять, правильно? Вот, самый такой день переходной такой, как бы с работы пришел и уже можешь расслабиться. Вот, в общем, всем спасибо, что смотрели сегодняшний выпуск. Надеюсь, всем было очень интересно. Ставьте лайки, пишите комментарии. Новые зрители, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр и всем пока.